Привет всем! Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните школьные уроки и насколько широк ваш кругозор. Предлагаю вам пройти тест на эрудицию, который поможет освежить знания и стать немного умнее. Готовы? Тогда вперед! Как называется наука, которая изучает горные породы? Валеология, петрология, альгология. Петрология – комплекс наук о горных породах, процессах их формирования и преобразования. Предметом изучения петрологии являются процессы формирования горных пород, их минералогический и химический состав, структурно-текстурные особенности, условия залегания, закономерности происхождения, распространения и изменения в земной мантии, коре и на поверхности Земли. Какой налог обязаны заплатить туристы, приезжающие на Майорку? На плавки, на солнце, на пляж. Налог на солнце обязаны платить все туристы, которые приезжают на Майорку. Это касается не только Майорки, этот налог введен на всех Балеарских островах, которые принадлежат Испании. Плата невысокая, всего 1 евро в день. Считается, что собранные деньги тратятся на улучшение туристической инфраструктуры. Как называется один из главных женских гормонов, гормон красоты? Тестостерон, эстроген, прогестерон. Эстроген – гормон красоты. Он стимулирует накопление коллагена, что положительно влияет на эластичность кожи. Эстрогены оказывают на кожу увлажняющее, омолаживающее действие. При пониженном уровне гормона появляются морщины, плывет овал лица. Дело не ограничивается только кожей. Чем ниже уровень эстрогена, тем быстрее изнашивается и стареет организм. Родина коктейля мохито. США, Куба, Бразилия. Мохито-коктейль на основе светлого рома и листьев мяты. Родиной мохито считается Куба. По легенде, самый ранний вариант мохито придумал Фрэнсис Дрейк еще в XVI веке. Мята и лайм вошли в рецепт не случайно. Они хорошо укрепляли иммунитет и перебивали вкус дешевого рома. Сколько пар хромосом включает геном человека? 23 пары, 22 пары, 24 пары. Хромосомы являются основой нашего генетического материала и определяют наше строение и функционирование. Человек имеет 46 хромосом, разделенных на 23 пары. Из них 22 называются автосомными, а 1 пара – половыми хромосомами. Автосомные содержат гены, которые определяют все наши наследственные свойства, кроме пола. Эти хромосомы существуют в парах, где 1 хромосома из каждой пары наследуется от отца, а другая – от матери. Половые хромосомы определяют наш пол и отличаются от автосомных хромосом. К какому классу принадлежит аксолотль? Земноводные, рептилии, рыбы. Аксолотль – неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых. Аксолотль похож на крупного головастого тритона с торчащими в стороны 3 парами наружных жабр. Голова у аксолотля очень большая и широкая, рот тоже широкий, а глазки маленькие, создается впечатление, что личинка все время улыбается. Эти животные обладают способностью регенерировать утраченную часть тела. Особенность аксолотля состоит в том, что он достигает половой зрелости и становится способным к размножению, не превратившись во взрослую форму. Что выражает литературный прием метафора? Дарит слову
к которому относится, особую эмоциональную окраску. Наделяет предметы чертами живых существ. Переносит свойства с одного предмета на другой. Метафора – это литературный прием, который позволяет сделать текст более ярким и эмоциональным. Заключается он в том, что переносит свойства одного предмета или действия на другой. Чаще всего метафоры можно встретить в поэзии. Например, у Есенина практически каждое стихотворение – это целый набор таких метафорических приемчиков. Создатели фильмов любят использовать громкие названия, чтобы сразу привлечь к себе внимание зрителей. Также метафоры взяли на вооружение рекламщики, чтобы усилить привычный образ и сделать его более запоминающимся. Где образуется желчь? В желчном пузыре, в печени, в поджелудочной железе. Желчь – это вязкая желто-зеленая жидкость, которая вырабатывается в печени и играет важную роль в пищеварении. Она состоит преимущественно из воды и электролитов. Также в ней могут обнаруживаться гормоны, остатки лекарственных препаратов, токсины, тяжелые металлы и другие вещества. Основная задача желчи – участвовать в расщеплении жиров, поступающих в организм с едой. Почему времена года сменяют друг друга? Из-за удаления и приближения Земли к Солнцу. Из-за наклона земной оси. Из-за вращения Земли вокруг своей оси. Смена времен года происходит из-за того, что в разные периоды орбитального движения Земли ее поверхность освещается Солнцем под разными углами. Причина этого в том, что ось вращения Земли наклонена под углом примерно в 23,5 градуса. В результате получается так, что одну половину года Солнце больше освещает северное полушарие Земли, а вторую половину – южное. Соответственно, когда в северном полушарии лето, в южном – зима и наоборот. При какой температуре начинает замерзать вода? 0 по Цельсию, минус 10 по Цельсию, минус 17 по Цельсию. Обычно температурой, при которой вода замерзает, считают 0 градусов, но это не совсем верно. Точнее, это верно для воды с примесями. Для формирования кристаллов льда требуется основа, которой могут стать те же частички пыли, пузырьки воздуха, дефекты тары, в которой находится вода в виде трещин и сколов. А если вода чистая, практически полное отсутствие примесей наблюдается в дистиллированной воде, то в зависимости от условий ее охлаждения она может замерзнуть и при минус 42 градуса